Всем привет, друзья! Время у нас 11:30, жара спала. Это значит, что можно в комфортной температуре снять обзор. Сегодня мы с вами будем смотреть новинку от компании Hisense, устройство под названием Hisense Touch. Отдельной распаковки сегодня не будет, просто посмотрим коробочку, комплектацию и дальше будем смотреть само устройство. По ссылке из Китая ко мне пришла сама коробка с устройством и отдельно фирменный чехол. Коробка имеет необычную форму, она достаточно большой площади и при этом тонкая. Так она выглядит в сравнении с коробкой от обычного смартфона. Открывается коробка в виде книжки. Привет, Йотафон 3. Сверху в коробке лежит китайский мануал. Английской версии нет, только китайская. И далее лежит само устройство. Устройство упаковано не в пленку, оно упаковано в такую бумагу, которую у нас в институте называли калькой. Пока отложим в сторону. Далее в коробке мы видим две инструкции, которые положил продавец. В первой инструкции сказано о том, как можно установить Morlock AL2, и во второй, как можно установить Google приложение. Но этот способ не полноценной установки сервисов Google. Он позволяет установить только отдельные приложения, но об этом несколько позже. Далее вот здесь вот справа у нас лежит кабель USB Type-C, и все. Как видите, адаптер нам не завезли, и мне это не нравится. При такой цене устройства могли бы положить и адаптер. Что же из себя представляет Hisense Touch? Несмотря на то, что по форме устройство напоминает смартфон, это не смартфон, модуля мобильной связи у него нет. Это в первую очередь электронная книга на Android в формате смартфона, которая может быть также использована как аудиоплеер с Hi-Fi звучанием. Давайте посмотрим, как выглядит чехольчик. Да, фирменный чехол хорош, сел абсолютно идеально, все вырезы совпадают, качество на высоте, ничего нигде не торчит, кнопочки нажимаются, отлично. Но я пока его сниму, потому что нам нужно с вами посмотреть внешний вид самого устройства. Так, пара слов о продавце. Купил я этот девайс в магазине Fish Cell Phone Store на AliExpress, и минимальная цена устройства составляет в данный момент 27 368 рублей 51 копейку. Но вы можете купить это устройство на $20 дешевле. Fish Cell Phone Store, магазин на AliExpress, предоставляет скидку для подписчиков моего канала $20 при покупке от $300. Скидка дается по промокоду. Как это работает? Вы выбираете устройство, нажимаете «Купить». Далее листаете до конца и перед тем, как нажать на оплату, вводите промокод. Промокод сейчас появится на экране, выглядит он вот так. Большими буквами нужно написать «Like Wigwam». И ваш товар становится дешевле на $20. Вот как это выглядит в рублях. Как видите, рублевая скидка на данный момент составляет минус 1532 рубля 22 копейки. Причем это не обязательно должен быть Hisense Touch. Вы можете взять любой товар в этом магазине, можете взять A6 и также получить скидку $20. Минус 1532 рубля 22 копейки. Ссылка на продавца будет в описании под видео и в описании канала. Пора заняться внешним осмотром. На передней стороне у нас расположен экран E-Ink карта. Диагональ экрана составляет 5,84 дюйма. Само стекло экрана глянцевое, но из коробки наклеена красивая и довольно-таки качественная матовая пленка. Над экраном у нас расположена фронтальная камера на 5 мегапикселей, и рядом вот здесь вот в вырезе расположен датчик освещенности. Соответственно, разговорного динамика нет. Корпус устройства металлический, он выполнен из алюминия. Корпус очень красивый. Очень качественный, очень приятный на ощупь. По ощущению качества, конечно, это устройство, оно далеко обгоняет всю серию Hisense A5. Сейчас будет картинка. Там мы видели дешевский пластик, который очень быстро протирается до дырок. А здесь вот такой вот шикарный, приятный на ощупь и очень качественный алюминий. Ну что же, на задней стороне нет вообще ничего абсолютно. Здесь вот слева внизу надпись Touch. Причем буква О, вторая буква, она выполнена в объеме, как видите. То есть в крышке вырезано отверстие и вставлена туда вот такая металлическая буква О. Причем это никакая не кнопка, это просто дизайн. Далее здесь у нас логотип HiRes Audio и надпись что-то вроде Live Reimagined. В верхней части задней стороны пластиковая вставка. По всей видимости, это место для Wi-Fi антенны. Далее смотрим правую сторону. На правой стороне внизу логотипчик Hisense и кнопки. Кнопка включения и качеля громкости. На левой стороне знакомая уже по другим устройствам Hisense кнопочка E-Ink. Она выполняет множество разных функций, в частности, самое важное, на мой взгляд, это при однократном нажатии выполняется перерисовка экрана. Посмотрим попозже. На верхней стороне у нас разъем для наушников и такая вот оранжевая решетка, в которой скрыт динамик.
На нижней стороне посередине порт USB Type-C и две решетки. В одной скрыт динамик, в другой микрофон. Микрофон здесь нужен для того, чтобы можно было общаться в мессенджерах по видеосвязи. Для этого же нужна и камера. Так, далее размеры самого устройства. Ширина устройства составляет 73,8 мм, высота устройства составляет 155 мм и толщина корпуса составляет 7 мм. Вес устройства составляет 155 грамм. Также хотелось бы обратить внимание, что основной камеры здесь нет и сканера отпечатка пальца тоже нет. Разблокировать устройство можно, введя пароль, либо используя распознавание лица, которое на устройствах Hisense работает достаточно неплохо. Так, Hisense Touch — это не мобильный телефон, как мы уже сказали. По функционалу и по самой концепции это устройство более всего напоминает компактный планшет с Ink-экраном на Android, без модуля мобильной связи. Итак, включив устройство, мы видим с вами вот такую вот картину. На устройстве установлен Android версия 11 с оболочкой, которую производитель называет Touch OS. Здесь в качестве единственного лаунчера выступает E-Ink Launcher, знакомый нам по другим устройствам компании Hisense. Но если на устройствах серии 5 был нормальный андроидовский лаунчер, а E-Ink Launcher выступал в качестве ненужного дополнения, то здесь они решили нормальный лаунчер убрать и оставить только E-Ink Launcher. Но здесь E-Ink Launcher доработан относительно всего того, что мы видели ранее. В нижней части экрана расположены значки, которые позволяют открывать вкладки. Первая вкладка по умолчанию называется Reading, вторая Music, третья Applications и четвертая Settings. Вкладка Reading позволяет добавить сюда виджет одного из встроенных приложений для чтения. Сейчас по умолчанию стоит JD Reader. Тут надо отметить, что на устройстве стоит несколько китайских приложений для чтения, одинаково бесполезных для нас. Далее идет вкладка под названием «Музыка», на которой установлен виджет музыкального плеера. Отсюда можно включать музыку, сортировать по альбомам, по исполнителям, по папкам и так далее. Далее идет вкладка Applications, приложения. Сюда добавляются все установленные приложения. Приложения расположены постранично. По мере добавления приложений прибавляются новые страницы во вкладке. И последняя вкладка Settings, посмотрим позже. Вот эти вкладки, расположенные внизу, можно создавать свои, добавлять на них виджеты и все необходимое. Например, вкладка Reading с китайскими виджетами читалок мне не нравится. Сейчас я создам новую вкладку, которая будет у меня использоваться в качестве домашнего экрана. Для этого я нажму и удержу палец на нижней панели. В появившемся меню выберу пункт Create a Tab Page. Далее можно ввести название для вкладки. Я напишу Main и выбрать какой-нибудь значок для нее. Пусть будет корона, раз это Main. Next. И далее на эту вкладку мы добавим виджеты. Повторюсь, для тех, кто не в первый раз видит устройство Hisense, это все должно быть уже знакомо. На панели можно добавлять любые виджеты из того списка, который есть здесь, либо виджеты сторонних приложений, которые установлены в системе. Для примера я добавлю часы, вот такие вот аналоговые, с цифрами. Далее можно выбрать размер, компактный или побольше. Следующим виджетом я добавлю погоду, weather. Сделаю ее тоже большой. И последний виджет, который я добавлю, это будет виджет быстрого запуска приложений. Quick Application, вот он. Сюда я выберу приложение, которое мне нужно запускать быстрее всего. Пусть это будет FB Reader, пусть это будет у меня Chrome, пусть это будет у меня Echo Battery. И пускай у меня будет YouTube Vancet. Далее укажу, что эта вкладка у меня будет домашним экраном. Setting the default home page, напишу я. Также здесь можно выбрать пункт Tab Page Sorting и перенести мою вкладку Main вот так вот наверх, таким непростым путем. Вот моя вкладочка Main переехала на первое место. Теперь при включении устройства вкладка Main будет на первом месте. Я смогу быстро запускать свою читалку. Так же, как и на остальных устройствах Hisense, которые вышли после модели A6 китайской версии, заблокировать на виджетах экран нельзя, и при нажатии кнопки питания мы увидим Lock Screen. Последняя вкладка Settings. Эта вкладка позволяет нам настроить устройство, используя для навигации такие вот большие понятные пиктограммы, значки. Самая нижняя правая пиктограмма позволяет выйти в обычные настройки Android. Подробно рассматривать все настройки я не буду, чтобы сэкономить время. Я думаю, постоянные зрители смотрели мои обзоры A5C, в особенности A6L. Здесь все довольно-таки похоже. Lock Screen Display. Lock Screen выполнен аналогично тому, как это сделано на серии A5. Здесь есть 4 вида лок-скринов, которые похожи друг на друга. Одни с картинками, другие без. Цитатами и китайскими стихами. И последний, самый интересный вид — это часики. Здесь можно выбрать стиль часов.
И после блокировки экран может выглядеть вот так вот. На мой взгляд, довольно интересная и полезная функция. Что касается лаунчера, то если вам он уж очень совсем не нравится, то, как на любом андроиде, вы можете добавить свой лаунчер. Для того, чтобы его активировать, нужно перейти в меню Apps and Permission Management и выбрать Default App Settings. И здесь Home App, домашний экран, выбрать вместо лаунчера Ying. У меня вот скачан Apex Launcher. В таком виде Hisense Touch уже похож на нормальное обычное Android устройство. Здесь есть меню приложений, можно добавлять приложения на рабочий стол, ну и так далее. Несколько слов о системной навигации. Она тут решена таким же образом, как и на других устройствах Hisense. Она настраивается в меню System and Updates и под меню System Navigation. Первый вид — это стандартный Navigation Bar, 3 кнопочки Android. Второй вид — Two-Side Slide Gesture. Здесь жесты выполняются от одного или другого края экрана. Подробно показывал в обзоре Hisense A6L, это есть на канале. И последний, мой любимый, Swipe Up Gestures. Свайп справа снизу вверх — это вернуться назад. Свайп посередине снизу вверх — это вернуться на домашний экран. И свайп слева снизу вверх — это меню недавних приложений. Далее, для изменения локали и перевода приложений на русский язык я использовал MoreLocale 2. Видите, у меня добавился Russian, русский язык, но перевод, естественно, не полный. Большая часть системы осталась по-английски. Все приложения сторонние, которые устанавливаются, стали на русском языке. То есть тут все стандартно, это видели уже много раз. Полноценной установки Google Play сервисов на это устройство не существует. Устройство пришло ко мне из Китая с установленным Play Market, YouTube и еще там какими-то приложениями. Это известный способ установки Play Market, который существует для серии A5C, для серии A7. Вот здесь сейчас будет подсказочка на видео Матео Аккарди, он там подробно разбирает, как это можно сделать. Этот способ установки неполноценный, он не дает вам Google аккаунт, он не дает вам возможность синхронизации с Google аккаунтом. Это просто способ запускать некоторые Google приложения путем клонирования. Продавец для меня это все настроил, установил, но поскольку мне это не надо, мне хотелось начать с чистой системы, я сделал сброс на заводские настройки. По большому счету на этом устройстве сервисы Google Play не нужны. Для установки приложений в отсутствии Play Market я традиционно использую APK Pure. Здесь очень просто, есть полный набор приложений, как в маркете. Устанавливаются приложения посредством скачивания АПК-файла в систему и последующей его установки. Далее пройдемся по техническим характеристикам. Оперативная память устройства составляет 4 ГБ, встроенная память 128 ГБ. Процессор 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 460. Емкость батареи составляет 3000 мАч. В AnTuTu Benchmark данное устройство набирает 162 211 баллов. Касательно встроенной памяти есть небольшой комментарий. Объем памяти, как сказано было, составляет 128 гигов, но система из них занимает целых 26,27 гигабайта. Поэтому, мне кажется, версии на 64 гига памяти не будет вообще. Далее посмотрим шторку. Помимо стандартных андроидовских переключателей, здесь же расположена панель настройки подсветки, цветовой температуры, то есть цвета подсветки, и настройка режима отображения. Так, у нас есть 4 варианта Display Mode, режимов отображения. Давайте почитаем, что это такое. Так, Clear Mode — это самый безупречный режим отображения, когда картинки видны полностью во всех деталях, но при каждом изменении положения изображения на экране происходит перерисовка. И далее Balanced Mode, Smooth Mode и Speed Mode. Эти 3 режима похожи между собой, но отличаются по скорости и по количеству остающейся грязи. То есть Balanced Mode оставляет меньше всего грязи, и Speed Mode оставляет больше всего грязи и артефактов. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Давайте на примере Google Chrome. Вот он, Clear Mode, чистый режим. Каждое изменение влечет за собой перерисовку и мерцание. Но зато изображение выглядит идеально. Дальше идем в Balance Mode. Сразу изображения стали хуже. Кстати, здесь я вот скажу о кнопке Ying. Для тех, кто не в курсе, не знает, как она работает. По умолчанию базовая функция – это перерисовка экрана при однократном нажатии. Функция очень полезная, позволяет избавиться от грязи и артефактов, которые накапливаются при смене изображений. Так, Balance Mode. Вот как это выглядит. Следующим режим Smooth Mode. Обещает больше грязи. Не знаю, разницы не вижу никакой пока. И Speed Mode. Самая быстрая перерисовка. Больше всего следов. Ну, она действительно быстрее, но принципиально какого-то отличия в качестве картинки в лучшую или худшую сторону здесь я не вижу.
Дальше зайдем в настройки, я покажу одну вещь, которую я раньше никогда не видел на устройствах Hisense. Мне кажется, что это нововведение для этого устройства. В Ink Screen Settings включаем Dynamic Refresh Mode. Что это такое? Это значит, что когда у нас стоит чистый режим, при скроллинге или при каком-то изменении положения картинок на экране, чистый режим у нас переключается в Balanced Mode. Вот видите? Чистый режим переключился в Balanced. Мы можем двигать изображение без мерцаний. Когда мы изображение уже подвинули в нужное положение, у нас снова включается Clear Mode. Опять начинаем двигать, получаем Balance Mode. В процессе движения изображение не мерцает при каждой смене кадра. Как-то так. Далее посмотрим, как настраивается само изображение. Нажмем вот сюда и получим такое меню, которое мы уже знаем по другим устройствам Hisense. Здесь можно увеличить контраст, отрегулировать количество черного и белого цвета. Причем в Clear Mode, по-моему, этого вообще не видно. Давайте включим Balanced. Да, во всех режимах, кроме Clear, можно увеличить, уменьшить количество черного цвета. Можно уменьшить, увеличить количество белого цвета, для того, чтобы настроить изображение для лучшего восприятия. По умолчанию переключатели находятся вот в таком вот положении. Далее мы с вами добрались до регулировки подсветки экрана. Сама регулировка подсветки нам тоже уже знакома. Здесь есть 4 кнопки. Night, которая практически полностью убирает подсветку. Manual, ручной режим, когда вы можете добавлять и убавлять количество света по своему желанию. Авторежим, который действует исходя из данных датчика освещенности. Ну и просто Off, если нужно выключить подсветку. Ну и далее посмотрим регулировку цветовой температуры, то есть цвета самой подсветки. Это, наверное, одна из причин, почему я заказал это устройство. Мне хотелось посмотреть, как они это сделали. У цвета подсветки тоже есть авторежим и есть режим ручной. В ручном режиме ползунок можно передвинуть максимально влево, и тогда, не знаю, видно или нет, подсветка становится белой с таким синеватым оттенком. И если мы двигаем его до конца вправо, подсветка становится такой вот оранжеватой. Подсветка живьем такая ощутимо оранжеватая. Я думаю, камера этого, наверное, не передаст. Так, если мы включим авторежим вместо ручного режима, то как это будет работать? При ярком освещении, когда вы на улице или просто достаточно света вокруг, цвет меняется на белой подсветки. Когда освещения вокруг недостаточно, когда рядом с вами искусственный свет, тогда постепенно подсветка переходит на теплую сторону. И тут я отмечу, что, на мой взгляд, возможность регулировки цветовой температуры, конечно, это очень важная функция. Она делает использование устройства более комфортным, потому что читать с экрана, который светится не холодным синим, а немножко более теплым цветом, это легче, это приятнее, это более естественно. Hisense выпустили данное устройство, я, конечно же, задавался вопросом, в чем концепция, кому оно адресовано. Я думал и пришел к выводу, что устройство адресовано тем людям, у которых уже есть нормальный смартфон с хорошей камерой, iPhone или любой другой, и которые ни за что ни при каких условиях не готовы переходить на E-Ink смартфон, но при этом хотят читать книги с E-Ink экрана и пользоваться качественным устройством в таком вот компактном формате. Поэтому я, конечно же, провел этот эксперимент ношения с собой двух устройств, и попытался понять, что же можно делать с этим устройством, помимо чтения книжек и слушания музыки. И первая моя идея, конечно же, была попробовать его в качестве навигатора. Мне показалось это достаточно хорошей идеей, когда навигация у нас осуществляется на этом устройстве, а смартфон свободен, по нему можно делать звонки, отвечать на сообщения по необходимости и так далее. Я скачал Яндекс.Навигатор. Тут меня постиг грандиознейший облом. Облом заключается в том, что Яндекс.Навигатор никак не хотел находить спутники. GPS-тест сообщает, что в данном устройстве физически отсутствует приемник спутникового сигнала. И это действительно облом и минус, на мой взгляд. Так, давайте в этом месте поговорим об основной функции данного устройства, то есть о чтении. По умолчанию сюда загружено какое-то количество китайских читалок. Здесь есть папочка под названием Reading. Вот здесь мы видим 5 вариантов китайских читалок. Именно встроенные китайские читалки имеют одну интересную функцию, которую я вам сейчас покажу. Вот для примера я открыл одну из них. Открываем книгу. Как видите, русский шрифт читается. При блокировке экрана на китайской читалке можно включить такую функцию, когда на заблокированном экране будет отображаться последняя открытая вами в читалке страница. То есть сейчас у меня экран заблокирован, вот заблокирован на странице книги. Но мало того, он не просто заблокирован, а при помощи кнопок громкости страницы можно менять, страницы листаются. Как мне кажется, это достаточно интересная функция, поскольку вы можете читать на заблокированном аппарате. И, как я понимаю, это сделано для того, чтобы максимально продлить жизнь батареи в режиме чтения.
К большому сожалению, такое можно сделать только с китайскими читалками. Если вы откроете наш FB Reader, обычный, привычный, с которого читаю я, конечно же, сделать этого не получится. Будет обычный локскрин с часами. Но предпочитаю все-таки читать с FB Reader, потому что это хорошая, привычная для меня программа, в которой есть все необходимые для меня функции. Дальше поговорим о музыке. По заверениям производителя, в устройстве установлен цифроаналоговый преобразователь ES9038 и усилитель ES9603. Как уже сказано было выше, устройство оборудовано стереодинамиками. Вот здесь вот сверху и снизу. Это действительно стереодинамики, и звук, который они воспроизводят, получается очень громким. Давайте секунд 5 что-нибудь послушаем для примера, чтобы нас с вами не забанили за авторские права. В общем, как-то так. Если же мы подключим наушники, то у нас становится доступно включение того самого ЦАПа, включение Hi-Fi Mode. Вот здесь вот есть такая кнопочка, и кроме этого это делается еще из настроек. Настройки Sound and Vibration. Вот здесь вот в конце есть Hi-Fi. Что я могу сказать об этом режиме Hi-Fi? Я не являюсь меломаном совершенно. В качестве звука я много не понимаю, поэтому скажу простыми словами. При его включении звук в ушах становится очевидно громче, чище и, наверное, можно сказать, что глубже. Кроме Hi-Fi Mode есть еще вот такой вот пунктик, называется звук HD Direct. Это эквалайзер, который позволяет настроить звучание. Здесь есть пресеты, некоторое количество. Как видите, рок-н-ролл, поп, метал, джаз, хип-хоп, электронная танцевальная музыка. Либо вы можете сделать это уже вручную, передвигая ползунки, как вам больше нравится, по частотам. Собственно, в этом вот и заключается тот самый хороший звук, который есть на этом устройстве. Возможности включить Hi-Fi и возможности настроить эквалайзер. Так, да, при блокировке экрана во время прослушивания музыки у нас возникает еще один вариант локскрина. Такая вот виниловая пластиночка красивая, тут часики, здесь название трека. Так, идем дальше. Как его еще можно использовать? Я вот подумал, что сюда можно установить телегу и периодически обмениваться сообщениями с кем-то. Телега позволяет на один аккаунт подключать разные устройства, что, собственно, превращает этот девайс еще и в средство коммуникации. Ну, Chrome мы уже посмотрели, когда смотрели режимы отображения экрана, поэтому осталось посмотреть YouTube. Как вы можете видеть, по устройству можно вполне смотреть видео. А если контент идет достаточно светлый сам по себе, то видно все хорошо. Если же сам по себе контент темный, то видно похуже, остаются артефакты. И напоследок глянем, как выглядит игрушка. Это асфальт. При большом желании поиграть вполне можно, даже несмотря на черно-белый экран. Ну и напоследок пару слов об автономности, о расходе заряда батареи. Поскольку это у нас читалка с функцией Hi-Fi плеера, то давайте о чтении и о музыке. Прослушивание музыки в Hi-Fi режиме около 10% в час. YouTube Vents это опять же с Hi-Fi режимом порядка 12% в час. И чтение через FB Reader отнимает достаточно много. Получается в среднем 4%, в интервале от 3,5 до 4,5% в час. Ну что же, сказано достаточно много, мне пора заканчивать, нужно сделать какие-то выводы. Я провел с этим устройством несколько дней и могу сказать, что лично мне пользоваться им приятно. Оно создает очень приятные тактильные ощущения, его приятно держать в руке, приятно просто трогать, ощущать вот этот материал. Читать, как я уже сказал, с теплой подсветкой очень комфортно. Теперь все-таки главный вопрос, кому же адресовано это устройство? Как я уже сказал выше, я предполагаю целевой аудитории этого устройства тех, кто не хочет отказаться от своего смартфона с обычным экраном и с хорошей камерой, но при этом любит много читать и хочет пользоваться экраном E-Ink. На CEST-шопе я также читал мнение о том, что это устройство найдет себе покупателей в лице тех, кто хочет цифрового детокса, кто хочет, придя домой, просто выключить свой телефон со всеми мессенджерами, сообщениями, электронными почтами, новостями и так далее. И без всякой лишней информации, отвлечения, просто читать книги с отдельного ридера. По большому счету, если нет желания переплачивать за теплую подсветку, за красивый металлический корпус, можно получить все то же самое, купив обычный Hisense A5 на 10 тысяч дешевле. И при этом за те деньги вы получите еще и GPS, модуль мобильной связи. В Китае данное устройство обрело большую популярность. Посмотрим, как будут обстоять у него дела в Европе и в России. А на этом у меня все. Всех благодарю за внимание, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал.
Всем желаю всего доброго, здоровья в эти нелегкие времена. До новых встреч!